Мы живем в Канаде, в провинции Британская Колумбия. Один из самых популярных видов отдыха тут – это выезд на природу. На природе вы можете жить в палатке, в доме на колесах или на турбазе. Как известно, спрос рождает предложение. Но иногда предложения могут вас очень сильно удивить. Погнали. Ну, например, как вам такое? Поехать на природу и жить в школьном автобусе. Теперь у нас есть такой опыт, и я хочу им поделиться с вами. Ну, давайте обо всем по порядку. В последние дни августа мы забронировали кемп на Sunshine Coast. Это район на южном побережье Британской Колумбии, и его особенность в том, что дороги туда нет. Цепь гор и заливы отрезают Sunshine Coast от материка, так что по суше сюда не добраться. Только паромом или самолетом. Паромы в BC мы любим. Путешествие на пароме – это что же приключение? Плывешь по заливу, смотришь на горы. Нам в этот раз повезло даже косаток увидеть. Из бухты Хоршу-Бэй до Sunshine Coast плыть всего 40 минут. Заскучать не успеете точно. Билеты стоят что-то около 80-90 канадских долларов за машину с пассажирами. И летом их лучше бронировать заранее. Из-за географической изоляции Sunshine Coast напоминает остров. Очень неторопливый ритм жизни, мало людей, расслабуха и яхты. Да и комьюнити небольшое. Путь от залива до залива 170 километров и несколько мелких городов по пути. Наш лагерь был в районе Half-Moon Bay, это 40 минут езды от парома. Ба-ба-ба-бам! Из Манитоба, однако. Еще нам обещали вид на море. Ну вот он, через стройку. Ну чё, Маха, куда поедем? В Чорчилль? Да. В Джемисон? Джемисон? К мисс, как там ее звали? Джозеф. Мисс Джозеф. Ничего не работает? Блин, ну вот. И как теперь? Даже габариты не работают. И тормоза не работают. Дверь зато закрывается, смотри. А для одного small child. Вот, посмотрите, какая можно. Они об этом ничего не говорили. Это впритык к нам на самом деле. Да, по росту не все могли бы пройти. И тут еще и туалет. А, сидячий душ сказали, да? Посмотрим. А, это душ. Это душ. Да. Это как? Это вот сидячий, можно я посижу? А тут, судя по запаху, тут не очень хорошо вентиляция. То есть вот я в душе, да? А, интересно. Ну, кухня рядом с туалетом, как бы, ну, учитывая ограниченное пространство школьного автобуса. Еще. Ну, а как мы в Чорчилль поедем тогда, если здесь кресла не будет? Двери открываются. Мы приехали сюда втроем. Я, муж и дочь. И на сайте нам обещали 3 спальных места. По факту места спальных было только 2. А благо мы люди не крупные, мы уместились все вместе
на одной кровати. Определенно здесь есть свои плюсы и минусы. Мы здесь уже переночевали. Ну, это, конечно, здорово, когда на улице идет дождь, холодно, а ты такой в теплой кровати, в сухости, и туалет у тебя рядом. Ну и теперь небольшой рум-тур по нашему автобусу. Места мало, но оно организовано достаточно грамотно, поэтому у нас никаких проблем не было. Ну и нет, в принципе. Здесь есть все, что нам нужно. Микроволновка, холодильник, есть посуда. Ну, в общем, все как в обычном отеле. Очень удобно, что есть горячая вода, есть обогреватель, что, в принципе, тоже здорово, когда ночью холодно, мы его включаем. Очень много розеток. Единственная проблема — это все-таки туалет за шторкой. Это не самая удобная вещь. Обещаны 2 спальных места, но по факту мы здесь, конечно, угнездились все втроем. Потому что ребенок по длине у нас на диванчике уже не проходит. Даже есть телевизор, представляете? Но, правда, работает он или нет, мы не проверяли. Ну да, и полотенце нам тоже выдали. Постельное белье мы привезли с собой. Автобус у нас с удобствами. Вода поступает в бак, потом она нагревается и идет в автобус. А в автобусе мы можем мыть посуду горячей водой и принимать душ. А вот что с грязной водой делается, мы не поняли. А вы знали, что Мерседес не только машины делает? Вау! У нас довольно много пространства нашего, там, где стоит автобус. И это хорошо. Еще мы тоже думали, что вот этот замечательный столик, он тоже наш. Но оказывается, он не наш. Оказывается, он общественный. А это место называется Magic Rock. И к нашему столику типа даже трейл есть. Ну вот территория всего лагеря. Tiny Secrets Farm называется. Вот наш автобус. Давайте чуть подробнее расскажу о том, как мы нашли это чудное место. Забронировали мы автобус на ресурсе HipCamp. Это такая платформа типа Airbnb для кемперов. Хозяева предлагают 10 вариантов разных аккомодаций. Помимо автобуса это и глэмпинг, и домик, и ARV. Но когда мы бронировали, вариантов было доступных не так уж и много, и нам подошел автобус по времени и по стоимости. Очень много таких зон, куда типа можно прийти и посидеть и отдохнуть, но люди почему-то сюда все равно не приходят. Не знаю, это типа дизайн или прокат. Ну, в общем, странно. С одной стороны, попытка сделать уютное место, а с другой стороны, провода и разруха. Ну, Ocean View, я бы сказала, слишком оптимистично. Ну, выглядит так, что сегодня здесь постояльцев нет. Вот я попробую зайти и посмотреть, что это из себя представляет. Ну, милота какая. То есть мы живем в школьном автобусе, а, наверное, можно арендовать вот эту ARV-шку, чтобы здесь жить. Ну и где же здесь Ocean View? Ocean View, эй! Ха! Вон он, Ocean View. Ну да. Ладно. Подытожим. Автобус – это как недотурбаза.
С одной стороны, у вас есть горячая вода, кухня и теплая кровать, что, конечно, круче, чем в палатке. Но с другой стороны, очень мало места, и все-таки душ с туалетом странные какие-то. Ну, не знаю. Словом, опыт был интересный, но повторять его мы, наверное, не будем. Теперь, что касается территории. Заняться абсолютно нечем. Ни леса с тропинками, ни водоема. Нужно обязательно куда-то выезжать. Ну и как-то неряшливо все. Но если вы захотите узнать об этом месте побольше или сюда приехать, то ссылку я разместила в описании. Приехали мы сюда не только, чтобы в автобусе пожить. У нас были интересные дела. Поэтому про рыбалку, про контрабандистов и почему на Sunshine Coast нельзя есть яблоки, я расскажу в следующем видео. А пока ставьте лайки, оставляйте комменты. Увидимся позже!